Привет, мои дорогие! Начну сразу же с заголовка. Получится ли остановить Россию или нет? Ну, сейчас мы уходим на фронт, рассказываем по фронту и возвращаемся к этой теме. Ну, и потом дальше уже идем в политической плоскости. Поехали, гуляй поле. Сегодня я даже так немножечко подмешаю с российскими милитари-пабликами, да, которые, рассказывают об этом, потому что у нас уже Deep State вызывают, команду Deep State вызывают уже в СБУ, чтобы они там рассказывали, да, правильно или неправильно. Дорога на Гуляй-Поле переходит под контроль россиян. На востоке Запорожской области подразделения группы «Восток», группировки, активными темпами наращивают зону контроля. За последние несколько дней были освобождены села Отрадное, Радостное и Новое Запорожье. Все они находятся прямо на дороге Покровское-Гуляй-Поле. Сейчас россияне штурмуют населенный пункт Заречное, который находится у реки Гайчур. Также бойцы ВС РФ заняли Тихое западнее Великомихайловки. Южнее подразделения «Восток» продвинулись от Яблокова по посадкам к Затишью, которое находится на северо-востоке Гуляй-Поля, точнее северо-восточнее. Также бои отмечаются в районе Западной, Равнополия и Сладкова на пути к Варваровке, а также к окрестности Червоного, Веселого и Зеленого Гая восточнее Гуляй-Поля. При успехах у этих населенных пунктов Гуляй-Поле окажется в полном окружении, точнее в полуокружении. При этом логистические маршруты до города уже находятся под огневым контролем, что сказывается на положении ВСУ. Идем дальше. У нас южно-слобожанское направление. Россияне продолжают наступление к югу от Волчанска, закрепившись в Кирпичном и ранее в Синельниково. Российские войска завязали бои за соседний Лиман и Вильчу. И там у российских сил уже есть зацепы за застройку. В самом Волчанске российские подразделения оттеснили ВСУ из нескольких кварталов к востоку от Гуркановки, Гуркановской улицы, выйдя к улице Сковороды. В южной части города силы обороны отошли практически со всей улицы Панина. На восточном фланге у Двуреченского российские войска заняли Урочное, Становое и Криничный лес. Тем самым штурмовикам удалось закрыть еще несколько карманов на рубеже Двуреченского Каменка. Переходим на Константиновское направление, дорогие мои. У нас там продолжаются бои на подступах Константиновки. Российские силы постепенно давят на украинские позиции вокруг города, развивая наступление в нескольких направлениях. В последнее время наиболее сложная обстановка сохраняется в Клебан-Быковского водохранилища, Белой горы и цепочке населенных пунктов, расположенных восточнее юго-восточнее Константиновки. К концу октября украинские силы были вынуждены отойти с ряда опорных пунктов в районе северной части Клебан-Быкова. Одновременно продолжаются бои в направлении Нелеповки и Плещеевки, где россияне пытаются расширить полосу контроля. Отдельно накаляется ситуация вокруг шахты Святой Матроны Московской, укрепрайона, удерживаемого ВСУ несколько месяцев. После серии штурмов он был потерян. В конце ноября российские подразделения закрепились в Иванополе, что усилило давление на украинские позиции на восточных подступах к Константиновке. Бои за Нелеповку и Плещеевку продолжаются. Не менее напряженная ситуация сложилась северо-западнее Белой горы, где в течение октября проходили тяжелые столкновения вдоль начала Северский Донец, Донбасс. Потеря ступочек и продвижение российских подразделений в сторону Притечина осложнили украинскую оборону на участке. В юго-восточной части Константиновки продолжаются уличные бои. Российские силы пытаются продвинуться через Сантуриновку при поддержке авиации и БПЛА. В целом российские войска последовательно расширяют контроль над сетью опорных пунктов вокруг города. Для ВСУ приоритетом остается удержание ключевых линий обороны, включая районы у Клебан-Быковского водохранилища и Александра Калинова, пытаясь предотвратить окружение и сдерживают продвижение российских войск к Константиновке с нескольких сторон. Идем дальше, дорогие мои, у нас там Покровское направление. Российские войска продвинулись вглубь застройки Мирнограда и завязали бои за шахту Центральная. В Покровске фиксируется продвижение россиян в микрорайоне Центральный и Динос. ВСУ контратакуют, но пока безрезультатно. На севере бои
по улице Плеханова и трассы Ровная-Покровск. Ну, я уже писал в Телеграме, что там оставалось там буквально 1,5 километра для схлопывания полностью Мирноградского котла. На Днепропетровском направлении россияне продвинулись в треугольнике между Затишьем, Яблоково и Веселым, подойдя к Гуляйполю и оттеснив ВСУ из нескольких опорных пунктов. Военные эксперты отмечают, что перед полноценным штурмом Гуляйполя россияне постараются зачистить окрестности Зеленого Гая, а также Высокого, где располагаются тактически выгодные высоты. О подготовке к полноценному штурму Гуляйполя свидетельствует и тот факт, что российская авиация и операторы БПЛА активно атакуют пути снабжения украинских сил и их позиций в городе. На рубеже Равнополя, Сладкое также продолжаются встречные бои, несмотря на частичный отвод сил. Украинская армия ведет арьергардные бои, пытаясь выиграть время для выстраивания обороны западней. На рубеже Доброполье-Варваровка. На участке Радостная-Арестополь войска России ранее захватили несколько населенных пунктов. Обстановка изменений не претерпела. Российские подразделения закрепляются на занятых рубежах. ВСУ пытаются контратаковать, дорогие мои. Так, пока с фронтом все. Возвращаемся к названию. Ну, я уже записал один шортс по поводу реальной картины и происходящего. Теперь вот именно будем рассуждать со стороны аргументов, да, подтверждающих, что это именно та картина. Значит, Зеленский, вы помните, он все время вам рассказывал России о том, что он там томагавками будет бить, про дальнобойные удары. Также они планировали, если вы не помните, контрнаступ где-то в каком-то, он сказал, у них есть там силы и так далее. Европейцы собирали деньги для того, чтобы купить у Трампа оружие. Те же томагавки. Они купили. Я уверен, что не только томагавки, а куча всего они купили. Через там PURL и разные там всякие программы. Где-то они там деньги там по сусекам нашкрябывали потихонечку. Потом все эти деньги переросли в оружие, и это оружие притянули уже в Украину. Через разные там дыры, можно так сказать, да, там через Румынию, через Молдавию они протянули, через Польшу они протянули. И Зеленский бегал радостный, рассказывал о том, что вот сейчас мы шлепнем по России, Москва, держись, вы же помните, да, хряк этот жирный, который там, у нас два хряка жирных, да, это Стефанчук и второй вот этот вот Сибига. Так Сибига же говорил, Москва будет гореть, вы же помните. Все же помнят это. И что она не горит? Да потому что все расхерачили. Все, что они попрятали, поныкали, всю ту логистику, где они провели, секретно, тихо, чтобы никто не знал, расхерачили полностью все. И остались они без и томагавков, да, и еще каких-то там наступательных, да, там вооружений и так далее. И фронт остался без ничего. То есть все, что они накапливали для там какого-то контрудара, все сгорело, можно так сказать. Потому что мы читали, где-то там детонировало, да, там били по ТЭЦ, а все же там в районе Полтавы это было, да. Там не было ни ТЭЦ, там не было ничего, жахнуло, оно там детонировало 6 часов. Понимаем, да? И тут лепится Миндичгейт, чтобы у всех просто отвести внимание. Фронт провален, оружия нет, все запасы расхерачили, ничего не осталось. Миндичгейт. Все такие, раз туда. И я думаю такой, да ну это же как-то сильно сладко с этим Миндичгейтом в самой коррумпированной стране. Ну вот, как вчера произошло, да. Как только Зеленский узнал о том, что на Ермака готовят там какое-то не дело, а пидозру ему готовят, он взял этих набушников и всех троих, включая Ермака плюс набушников и САПов, отправил на переговоры в Женеву. Это коррумпированная страна, так что если ты в ней живешь, то ты прекрасно понимаешь, что все вопросы там решаются вот таким способом. Ага, Ермак, на него там пидозра, давай их сюда всех вместе, с тех, на кого пидозра, и те, кто дали пидозру, и отправляем их именно одной командой, чтобы они договорились по 28 пунктам. Трамп не хочет видеть Зеленского. Он уже даже дедлайны убрал. Не потому, что он там хочет оттянуть, а потому, что Зеленский не готов еще. И вот
еще один триггер и один аргумент, да, который сработал в тот момент, когда ты, ну, когда ты прекрасно понимаешь, что это не Миндичгейт, а что это, да, что это реально там у них все сгорело, и у них все подгорает из-за этого. И они цепляются за все, что только можно. И это предложение Трампа, это не Зеленского спасательный круг. Они отправляют военного Дрискала. То есть у нас есть всегда вот этих, да, там, шалтай-болтай, которые везде гоняют. У нас есть... И пропал же сразу же Келлог, да, который доверял Зеленскому, который рассказывал Трампу: слушай Зеленского, делай, как он говорит, и поверь, все будет хорошо. И топит за мирный план. Тот же этот Линдси Грэм также бегал за спиной Трампа и говорил: доверяй Зеленскому, доверяй Зеленскому. Этот же британец Стармер, Макрон, они пытаются всячески медийно поддержать. Урсула уже, я не знаю, как собака пытается выиграть из Бельгии эти деньги. Ничего не выходит. Они в жопе, одним словом, простым. Вот именно тем, что поверили Зеленскому, а понятно, что у Зеленского есть те люди, которые, как, знаете, агенты Кремля, которые сдали все точки, где что ныкали, на каких аэродромах, куда что завозили, как, ну, полностью все сдали. И фронт ускорился прям как ножом. Ножом по маслу аж до Киева. И вот Трамп прекрасно понимает: так, если мы отдадим все до Киева, там будет капитуляция, привезут туда Януковича, посадят, ну кого угодно туда привезут, посадят, мы не сможем контролировать Украину как государство, придется ее там, знаете, делить, как это Северный, Южный Вьетнам, да, Северная и Южная Корея и так далее. Придется его делить, ну не Киев, а именно всю Украину, территорию придется делить. И, конечно же, идет намерный план. И основной еще из одних, да, аргументов — это то, что он сказал, что сейчас важно остановить Россию для того, чтобы она перестала захватывать территорию. Ну и тут у нас сразу же там ватсапы какие-то, сливы, все на того Трампа, с одной стороны, все на того Уиткофа, и, короче, вот такой коловорот. И коловорот, при котором никто ничего понять не может, что это будет. И Трамп не хочет встречаться с ним, потом он его повесить хочет, мне кажется. Какой встречаться? Они там, представляете, просто сколько миллиардов просто сожгли. Сожгли нафиг. Ну, Россия. Знаете, я вам так скажу. Во всем мире западном славян считают тупыми. Ну вот я вам серьезно скажу. Их удивляют, да, когда славяне говорят там на нескольких языках и нормально говорят, да. И вот когда они все считали, что они такой, все, целой коалицией Запада натянут славян, сожгли их оружие, сейчас они за обе щеки взяли, еще и в жопу им засунули. Так, что с двух сторон встретились, да, можно так сказать. Что в рот взяли, что в жопу засунули. И теперь они пытаются мягкой силой остановить Путина. А я думаю, тут вообще останавливаться не надо. Абсолютно не надо. Это когда они сами себя очпокали с помощью Зеленского. Да, там, не нравятся славяне, поставили еврея, он их очпокал, идиотов. Серьезно. Вот это самое омерзительное, понимаете? Все лицемерие в том, что они действительно, ну я же тут живу, они считают нас, славян, тупыми, что мы какие-то деградированные, там, в каком-то там еще каменном веке бегаем. А когда ты к ним приезжаешь, ты думаешь: ребята, вы же так везде рассказываете, что у вас здесь какие-то технологии, а вы реально, у них бухгалтерия на бумажках, они еще пользуются реальной почтой, у них верификации там через приложение нет, то есть у них нет там электронного паспорта, как там ФОП открыть, закрыть, ну как это делается в Украине, все делается просто через интернет. Все абсолютно. И ты туда к ним приезжаешь, ну, когда вот сюда вот приезжаешь, ты смотришь, что тут вообще жесть в этом плане. Технологии здесь, они вот застряли в 90-х, и они там в этих 90-х живут. Но при этом мы тупые. Понимаете? Окей, давайте тогда по-тупому все и сделаем. Сожгли нахер все. Это трешак, я вам скажу, дорогие мои. И вот они сейчас пытаются распетлять эту ситуацию, понимаете? Вот от кого убежал Зеленский.
Не от Коломойского. Коломойский там сидит себе и все. Порошенко выбежал, там попетушился с этой бабкой в чешках, понимаете, калачом тертым, которая уже подумала, что вот-вот шанс сейчас выпадет. Где эти? Где эти герои наши, которые там закрывали эту трибуну спинами, не давали даже уволить того, кого там нужно было уволить? Где эти герои? Куда они исчезли? История настолько короткая, как так быстро можно было раз и исчезнуть? Я не понимаю. Ладно, дорогие мои, обрисовал я вам ситуацию, но в реальности, потому что ты думаешь, как-то раз быстро все совсем согласны, все на все готовы. Потому что воевать-то не с чем. Вот почему. И Зеленский там рассказывает, что он готов. Тут уже кричат, что мы не будем отдавать. И там то. Одни являются медиаторами для внутренних там каких-то идиотов. Да? То есть мы слышим там от Стефанчука, что пока Крым не будет наш, война не закончится. Да? Тут же слышим от Зеленского, что он согласен, чтобы Крым был не наш. Ну и все вот в таком духе. Это потухла лампочка. Закончилось у нее топливо, дорогие мои. И ты понимаешь, да, воевать нечем. Все, что завезли, все спалили. Теперь переходим, дорогие мои, к одному интересному факту. Помните этот дрон молдавский? Я уже 2 дня о нем говорю и говорю, что он как-то так аккуратно на крышу-то приземлился. Потому что фотографии, которые из Польши, когда сбили ту же Герберу, которая, я не знаю, каким боком долетела до Польши, она там 300 километров летает, всего лишь Гербера. И мягко приземлили на молдавскую крышу, а потом они притянули. Сейчас идет второй скандал. Кто-то, я же вам рассказывал, да, в новостях, кто-то перетягивал боеприпасы вместе с Франкенштейном, герани, да, там, пойманной из 3 слепленной через молдавскую границу на Румынию. И на молдавской границе как раз остановили их. Но дело не в этом. Дело в том, что они эту Герберу притащили к послу российскому в Молдавии. Но российская дипломатия впереди планеты вся. Сейчас я вам покажу, дорогие мои, послушайте это. Олег Борисович, как прокомментируете? Стоп. Давайте кто-то один задает вопрос. Формальная причина вызова, господин посол. Основная причина это выражение российской стороне протеста в связи вот с тем инцидентом, который имел место во Флоrenции. И как вы комментируете тот факт, что этот дрон, русский дрон упал на молдавскую территорию? Слушайте, телефоны. Вы посмотрите, пожалуйста, вот на фотографию, да? Вы сами-то верите в то, что говорится, что вот этот дрон, которого закончилось топливо, да? И он взял и сел на крышу, и сам не разрушился, и ничего не разрушил вокруг. Вы сами в это верите? Ответьте на этот вопрос. Как объясняете? Какое объяснение есть у вас? Мы как раз исходим из того, что такого рода случаи должны разбираться. Так же, как вот сейчас происходит разбирательство в связи с контрабандой оружия с Украины в Румынию. Правильно? Никто же не вызывает румынского посла до того, как закончилось, украинского посла, до того, как закончилось это разбирательство. Наверное, и здесь нужна логика. Мы настроены на конструктив, мы настроены на развитие нормальных отношений с Республикой Молдова. Но такого рода случаи, которые вызывают очень много вопросов, и любые эксперты вам скажут, что вот номер этого дрона, он уже засветился 18 ноября в Харьковской области. И вдруг он чудесным образом оказывается через несколько дней во Флореште. Так? Ну, наверное, здесь надо подумать просто, и мы предлагаем вам, как прессе, подумать. Откуда информация про серийный номер, можете подсказать, пожалуйста? Ну, в СМИ она широко разошлась. Вот посмотрите, например, как выглядели последствия попадания тоже якобы российского дрона в Польше. Вот так. А теперь последствия попадания уже
украинского дрона в Белгороде. Вы разницу замечаете? Сами ее видите? Мы же здесь видим все-таки другой тип дронов. Это ближе к тем разведывательным дронам. Это дрон, вы правильно говорите, Гербера, но если вы посмотрите на его технические характеристики, то вы увидите, что он больше 300 километров пролететь не может. Ну не может он из Харьковской области пролететь до Флорешта. Просто физически он не может это сделать. Другое дело, я согласен, что в этих вопросах должны разбираться специалисты. Поэтому мы предлагаем, чтобы логику немножко поменять в наших отношениях и выйти из этого порочного круга предъявления, заявления протестов сразу же по совершении событий. Почему? Потому что очень много операций под чужим флагом, очень много попыток испортить наши отношения с Республикой Молдова, которая и так уже находится на самой низшей точке за все время истории. В этой связи мне представляется, и это позиция российской стороны, что нам нужно прежде всего наладить конструктивный диалог для того, чтобы разобраться в истинных причинах того, что происходит. Дорогие мои, это бесполезно. Это, ну, я имею в виду, если понимать, что сейчас происходит вообще в мире, то это, знаете, как Трамп, вот просто у меня вопрос, мог поверить в супервоенному стратегу, который спрыгнул там 3 года назад со сцены, и доверить ему вот это вот все. Ну как? Теперь второе. Зеленский у нас это комик, Трамп у нас это шоумен, да? Ну это я просто это сборище. Мерцы, Шольцы и все остальные, это все прихлебатель. Там не осталось ни одного политика нормального. Ну, вот был один политик, они его сняли, генсек НАТО бывший, да, там, до Рюты, который был, Столтенберг. Они его убрали, Меркель убрали, всех они там нормальных, которые поубирали. Остались просто чистая клоунада. И вот эта вот банда, вот, я не знаю, как его называть, но просто, ну, я не могу из культурных слов ничего подобрать, пытается обмануть КГБшников, понимаете? Ну вот смотрите, посол просто знает все характеристики, все, как, куда там, что падает, есть факты, аргументы, пожалуйста, все достал. Как они могут попытаться обмануть КГБшников, протащить что-то в Украину из США и быть незамеченным КГБ? Ну это нереально, дорогие мои. Это просто, дорогие мои, вот какая борьба, да, там, клоунов там с шоуменами вместе, какие-то продюсеры и так далее. Уитков это ж девелопер, ну типа застройщик. Ну, просто понабирали все, что только могли понабирать. А это Урсула, вы же знаете все, да, там акушерка. Ну, короче, где они там их понабирали, где он их понабирал и радуется, сидит этот. Ну, воюют они, даже не воюют, а вот у них противостояние-то против органов с огромной школы, да, то есть и людей, которые вышли из этой школы, которые у всех хорошая память и так далее. Нету там театралов, ни одних. Киркоров, он как был Киркоровым, таким и остался, понимаете? Он не в Думе, да, он не министр, он не там занимает какую-то супердолжность. Он как был Киркоров, так Киркоровым и остался, и все. Окей, дорогие мои, хочу поставить вам тоже интересное видео. Это про ребят молодых, которые в Германии сейчас. Was denken die neu angekommenen Ukrainer über diese Worte? Das ist Mist. Wir sterben nur. Wir sterben. Russland ist stärker als die Ukraine und zu kämpfen heißt nur zu sterben. Russia is more powerful than Ukraine, and it's fight about only dying. Es gibt keine Zukunft für unser Land, unsere Nation, wenn die ganze Jugend getötet wird. Auch vor einer Beratungsstelle in Berlin-Treptow stehen neuerdings viele junge Ukrainer an, die vor kurzem angekommen sind.
Als der Krieg ausbrach, war ich 17. Ich hätte ausreisen dürfen, aber niemand dachte, dass der Krieg so lange dauert. Als die Grenzen wieder aufgemacht wurden, habe ich mich mit meinen Eltern beraten und beschlossen, dass es besser ist, wenn ich gehe. Niemand weiß, was noch passiert. Ich war glücklich, dass ich aus meinem Land raus konnte, dass ich die Welt kennenlernen und den Krieg verlassen konnte. Ja, natürlich liebe ich die Ukraine weiterhin, aber für junge Menschen ist die Zukunft im Nebel. Besser jetzt gehen und bereuen, als nicht zu gehen und es zu bereuen. Вот больше всего мне жалко этих мальчиков. И я, ну, как сказать, долго-долго доносил до их мам, чтобы они их вывозили. И подвернулся хороший случай, они их вывезли. Воспользовались и воспользуются дальше этим случаем. Тут надо вести для спасения, тут не надо вести, знаете, как многие люди думают о том, что а чем он будет там заниматься. Ему найдут, у него есть там программы, вот Мерц там пытается наехать на того же Зеленского, чтобы он их не выпускал опять, закрыл опять границы и так далее. Чего вы все в Германию едете? Куча стран всяких есть, где можно действительно зацепиться. Ну, голодным тебя точно никто не оставит, это факт. И на улице тебя также никто не оставит, это тоже факт. И куча стран, просто все едут в Германию, потому что там есть этот параграф, да, на который они их садят. Но в любом случае я говорю, что это очень хорошо, чем погибнет этот мальчик, вот. Просто ни за что, ни за кого, за клоуна, за какого-то продюсера в виде Ермака. Кто был Ермак? Продюсер 95-го квартала, понимаете? Всей этой комик-группы. И за этого нашего шоумена. Зачем оно надо? Жизнь, у них вся жизнь впереди. И пусть они идут ее там распаковывают, ищут и так далее, находят себя в этой жизни. Жалко их, вы посмотрите. Они-то в чем виноваты? Может, там парочка из них одебилены, но в большинстве случаев вы слышите, что они говорят. Мы не хотим умирать, потому что Россия сильнее Украины. И все в таком духе. Так, ну что? Переходим к WhatsApp. Депутат Артем Карьянов, это российский депутат, заявил, что WhatsApp не выполняет законы России, игнорирует требования регуляторов и продолжает действовать вопреки интересам государства и граждан. А его компания, владелец Мета, вообще признана в России экстремистской и запрещенной. На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. Ну да, так они сливают и прослушивают. Да я сам удивлен, знаете, у меня там друзья, которые в России, может, это как-то модно, типа все европейцы с WhatsApp сидят, так всех европейцев и слушают. А мы их потихонечку на Telegram пересаживаем. Потому что у меня нет WhatsApp. С того момента, как Мета поглотила WhatsApp, я его удалил сразу же. Ну, это понятно, потому что я знаю там кучу историй из судов над Цукербергом, где он сливал данные по своим пользователям. Это по Инстаграму и, опять же, по Фейсбуку. А Фейсбук вообще клака редкая. Там сидит целое подразделение украинцев, которые модерируют всех русско- и украиноговорящих. Ну, понятно, что это помойка. И то же самое происходит и с ТикТок сейчас в последнее время. Китай вообще что-то там немножечко задурел по поводу вообще всего, и свободы слова и так далее. Остаются только маленькие островки в виде Ютуба. Боже, храни YouTube. И чтобы он был дальше в этом направлении, потому что их тоже там покривило в самом начале, но вроде как и справились. Американские ресурсы пишут, что русские прорвались в укрепрайоны Гуляйполя и Северска. Оба города находились на передовой с 22 года и выдержали множество попыток их захвата. Но все закончилось. Везение закончилось. Скажите спасибо Зеленскому. Я же говорю, он все рассувал, все разложил, все положил, и все, и ходит, радуется, и угрожает, и угрожает. Это все сдали быстро. И до свидания. Ну, Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к утечке переговоров Уиткофа с представителем России. Так, а вы здесь при чем? Сейчас я хочу показать вам дичь, просто дичайшую дичь. В Ирпени есть такой городочек под Киевом. Женщина зарезала мужа, внимание, из-за пророссийских взглядов, сообщает прокуратура.
Значит, во время бытового конфликта 54-летняя женщина шинковала капусту ножом и ударила этим же ножом своего 70-летнего мужа в грудь. Но, дорогие мои, я эту статью нашел в помойках нашел. И мне же интересно, я почитал же там комментарии, которые пишут. Есть, конечно, там с отеком мозга, которые пишут: молодец, героя ей дать и так далее. А есть те, которые нормально, адекватно понимают, что произошло. Она его зарубала, а потом для того, чтобы там скрасить себе этот срок, там уже и пишут: награду ей дать. Она придумывает, что она его за пророссийские взгляды зарезала, чтобы, немножечко свою вину, да, так подубрать. Это чтобы вы понимали. Там есть другие фотографии еще, там их несколько там. Я просто ее показал отдельно, где он лежит в крови весь. Она его там не один раз, она там нормально ему там пошинковала ему в грудь. Ну, его там также на пробитых этих всех телеграм-каналах пишут люди: так это ложь, она врет. Она его убила не за пророссийские взгляды, а убила просто по бытовухе. И чтобы свою бытовуху скрыть, она это все подмешала с пророссийскими. То есть вот это дичь, просто дичайшая, как людей выкручивает война. Просто наизнанку она их выкручивает. Вот что говорит Ушаков по поводу этой вытечки. Это все очень необычно. Да, обычно происходят контакты по закрытой связи, где утечек почти не бывает, если только одна из сторон не допустит их. Но иногда бывают разговоры через WhatsApp, который кто-то, видимо, может прослушать. Вряд ли можно предположить, что утечка исходила от участников разговора. Ну да, Уитков не будет рассказывать. Да там и разговора-то какого... Мы же сегодня слышали, разговора-то и не было никаких. Никаких там, каких-то серьезных разговоров не было. Он просто... Уитков говорил, что просто делает российской стороне для какого-то успеха, как разговаривают с Трампом. Но не было, где российская сторона указывала... Они сейчас, знаете, на что продавливают? Что Уитков типа на стороне россиян. Придерживается одной стороны. Не на стороне Америки, а на стороне россиян. Но это же говно и попахивает в Украине. Вот точно такое же. То есть весь мир может выходить на митинги за мир, да, вот как в Палестине, да, все выходили: остановите войну. А вот эта вот дичь наша, она выходит наоборот, чтобы продолжать войну. Надо взять вот эту вот дичь, кучку вот этой дичи, отвезти туда, в прифронтовые города, да, или в ту же Одессу, где там, вот прямо сейчас я с вами разговариваю, а там прилетает. Да это уже без выходных прилетает в Одессу. Все летит за Одессу, потому что из Одессы там по 100, по 200 дронов вылетает. Конечно, туда и будет прилетать. И вот туда их отправить, пусть они там поживут. Немного. И мозги вправятся, и за мир будут говорить. Но нет, эти конченые по всему миру спонсируются через всякие НКО, и через всякие НКО получают задания, да, что им делать, дорогие мои. Окей, на этом все. Вот на сегодня. Я надеюсь, объективненько мы по всему прошлись. Вот, обязательно подписывайтесь, дорогие мои, subscribe. И колокольчик, вот тут колокольчик. Жмите колокольчик, вот, подписывайтесь. И, как обычно, я вас всех обнял.